Я не могу сказать, какие ощущения посещают меня за рулем этой тарахтелки. Это однозначно машина, но машина неоднозначная. Спереди капота нет, поэтому обзорность великолепная. Пожалуй, это все, что можно сказать про этот автомобиль. Остальное все не великолепное. Но если знать, сколько она стоила и для чего создавалась, простить можно многое. При внешней хлипкости конструкции, нелепости в автомобиле чувствуешь себя достаточно уверенно после нескольких километров пробега. А что, если я вам скажу, что есть место, где вы можете просто сравнить цены и скидки на новые автомобили, не выходя из дома или даже из собственного автомобиля? Автоспот.ру. Именно тут собраны все актуальные предложения, чтобы сделать ваш выбор проще и выгоднее. Больше нет необходимости ездить в десятки автосалонов. Нужно лишь найти предложение, которое вас заинтересовало, и оставить заявку, чтобы зафиксировать за собой скидку. А скидок тут предостаточно, причем не только за кредит или трейд-ин, но и даже за наличные. Причем их размер внушительный. Можно встретить и 100, и 200 тысяч. Помимо этого, регулярно появляются уникальные предложения для пользователей Автоспот в виде каска, зимней резины или доп. Оборудования до 300 тысяч рублей. Ссылку я оставил в описании. Переходите, не стесняйтесь. И не благодарите. Время было такое. Кто-то погибал в муках, кто-то боролся до последнего назло врагам, а кто-то выживал и подстраивался под меняющуюся действительность. Благословенные 90-е. Кто не жил в те годы, не поймет. Суровое, сложное время. Оно обнажило много проблем преданной страны, преданных людей. Сказки остались сказками, сказочники переобулись, а простые люди подпоясались потуже и стали самостоятельно выгребать. Причем выгребать и дерьмо, и против течения. А кто-то верил, что сможет создать продукт, нужный населению. Государство поможет, что отечественный продукт, если не лучший, то, по крайней мере, надежный. И они создавали. Примеров много, и один из них вот. Этот автомобильчик. Кинешма. А началось все с идеи создания очень простой, технологичной, очень доступной машинки из комплектующих, которые всегда под рукой и продаются в любом магазине. Машина должна была стать опорой самого незащищенного слоя населения – инвалидов. Серпуховская коробочка S3D была снята с производства. АК того же СиАЗа в инвалидной версии стоила очень дорого. Короче, не хватало малоподвижным соотечественникам транспортных средств, особенно на селе. Пару слов про предприятие. Завод «Автоагрегат» в советские времена штамповал комплектующие для ЗЛК. Сегодня, съежившись, продолжает клепать детали для всех, Весты, Аурусы. Но тогда, в середине 90-х, силы были, может быть, знаний не хватало, но желание присутствовало построить универсальный автомобиль. Собственного конструкторского бюро на заводе не было, поэтому решено было обратиться к коллегам, которые поднаторели в создании небольших народных машинок, а может, денег запросили меньше. Не суть, партнером в разработке стал ЗАЗ – Запорожский автомобильный завод. Но руководил, по сути, это был авторский проект главного конструктора завода Александра Сергеевича Цивилева. Концепция простая. Из отечественных комплектующих на тот момент выпускающихся автомобилей создать нечто. Создали, как видите. Как назвать конструкцию кузова?
Это пространственная рама, сварена из самых обычных профилей, которые можно было достать на любой металлобазе. Естественно, все сварено с умом, поэтому это не только рама, а и каркас безопасности в том числе. Точки крепления агрегатов находятся на ней же. Кузовные панели. Их нет, дешево и сердито, просто наваренные куски жести. Элементы декора — это не элементы декора. Это вот сама дверь. Если снизу не приваривать металл, то получится баги. Если честно, тут есть пластиковые крылья, и подкрылки, и псевдорешетка. Так было проще, чем ваять их из стали. Салон автомобиля, что про него сказать? Сиденье есть, крыша есть, полочка есть, руль присутствует, органы управления на месте. Ну и хватит. Остальное делает машину дорогой. Спартанский минимум. Но самое главное, тут могут ехать 4 человека. Полноценно ехать. Вы думаете, машинка поломается, если загрузить ее по полной? Нет. Дело в том, что узлы подвески, скажем, имеют запас прочности полноценного автомобиля, так как они от полноценного автомобиля АЗЛК 2141. Начнем с передней, условно самой простой. Итак, стойки, как я сказал, 41-е. Ось, труба обыкновенная, поворотные кулаки также москвичевские, посередине тяга самоплясная, стабилизирующая, А-образная и еще 2 по бокам. А вот сзади просто чудо. Я прям вижу конструкторов Запорожца, кричащих «не только нам мучиться». Стойки также москвич. И тут есть капот. А под ним, между прочим, вот в этом железном ящике стоит печка. Как все продумано. Значит так, благородные доны, редуктор на правом колесе от муравья, видите? Привод на правое колесо. А где привод на левое колесо? В трубе, в оси. Это вынужденное решение. А как еще передать крутящий момент, не используя цепной привод? Это же машина, а не автомобиль. Поэтому по-взрослому крутящий момент передается карданом с крестовинами. От кого? Это рулевой карданчик от ЗИЛ-130. Тут есть и собственная разработка завода. Универсальный редуктор, от него, собственно, и идет карданчик к редуктору. Нам повезло. У нас люкс-комплектация. Канадский вариатор. Да, и такой тоже можно было заказать. И еще про крутость. Если я не путаю, сюда примеряли, а значит, они подходят. 16 вариантов двигателей. Выбирай любой. Сюда ставили и ижевские, и ирбитские, и неправославные американские одноцилиндровые, югославские Застава и Ламбордини именно через «Д». И тульский дизель ТМЗ-450. Знаю, есть у одного хорошего когда-то человека Кинешма с таким движком. Ну и атаки сюда запихивали на раз-два. Но, как говорил создатель, не мне, естественно, что Бридж Стрейтон лучше всего подходит к данной машине. Тут в музее ВБВ, что под Зеленоградом, именно такой и он от газонокосилки. Если что, их сегодня делают в Америке. Он четырехтактный, рабочим объемом 391 кубических сантиметр. Максимальная мощность 13 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент при 3600 оборотах в минуту.
Еще их ставят на мотопомпы, генераторы, виброплиты, вибротрамбовщики. Кстати, все эти деревянные штуки здесь не просто так, хочу вам сказать. На самом деле, если снять сверху тент, то это получается очень вместительное багажное отделение. Даже не багажное отделение, а полноценный кузов. Спинка утеряна, но она тоже участвовала в процессе перевоза сена. И у вас маленький грузовичок. О, очень рациональный маленький грузовичок. Какова калиточка. И какова посадочка. Кстати, как складываются передние сиденья? Простота. И зимой тут, други мои, вы не замерзнете по двум причинам. Во-первых, лобовое стекло с подогревом от АЗЛК 2141. Ну, хороша же идея. Ну и печечка. Вот есть тут рычажки перенаправления воздушных потоков. Ну, это самопляс, но оригинально. Даже есть козырьки, зеркало салонное. А по бокам какие лопухи стоят. А это, между прочим, тормоз. Подставка под планшет. Газ. Ремни безопасности. Для задних пассажиров, наверное. Ну что ж, стартуем. Лясь-то, педальки-то я ножками ищу. Стартер присутствует. И это не переключение передач. Ой. Ну хорошо, хоть есть шморгалка. Это не ручка переключения передач. Она вот здесь. Вперед-назад. Вот и все. Вперед. И сразу ощущение, что я еду на рыболовном ящике с колесами. Ну, тот, что на зимнюю рыбалку берут с собой. Машинка небольшая, длиной всего 2,7 метра. Чувствуются все прелести окружающей природы и дороги. Маленькие колесики с резиной от ЗИС-350 и с полноценными барабанными тормозами. Ямы не любят. Очень маленькие они так-то. Но как бы это сказать помягче? Кинешми индифферентно. Ей фиолетово на ямы, болт она на них ложила. Проваливается в них, бабахает, но не умирает. Страшновато немножко, но каков запас прочности? Ого-го! Ну и звук в салоне просто потрясающий. Милых бесед не получится. Я вам не покажу, но проходимость у машинки феноменальная. Тут развесовка 35/65 в пользу задней оси. Серьезный дорожный просвет. Геометрия кузова и ходы подвески просто дикие. Максимальная скорость, правда, невелика. В 50 километров в час максимальная. Мне тревожно. Я лечу. Низкий центр тяжести чувствуется. А знаете, сколько всего было сделано Кинешм? Говорят, 350 штук, и 50 из них в версии кросс.
нас в руль, рука на тормозе. Как звучит-то все неестественно. А между тем выпускались финишмы с нормальным управлением, с педалями и с напольной коробкой. Если вариант с мотоциклетной коробкой, то последовательное переключение. Если атаки, ну там все православненько. Если очень кратко продолжить историю Кинешмы, то вот. Денег не нашли, попытались сами. Сделали баги, совместно с еще одной фирмой построили очень милую машинку-пчелку. Потом пчелку-кросс. Но деньги от правительства, скажем так, мягко, дальше чиновников не уходили. И в начале 2000-х проект закрыли, оснастку сдали в металл, проектная документация превратилась в пыль эпохи. Тут в конце идет непроизносимая тирада матерных слов. Если бы в те годы чиновники поддержали бы подобные начинания самодельщиков, энтузиастов, сегодня мы бы не кланялись бы китайцам и не переклеивали наклейки. Очень надеюсь, что у нас получится. Охота продолжается.